Привет, это CarX Tutorials. В этом выпуске хочу подробнее поговорить о новой физике в CarX Drift Racing 2. С обновлением 1.6.1 наши тачки начали вести себя немного по-другому. Игроки разделились на два лагеря, тех, кому такие изменения нравятся, и тех, кому не нравятся. Давайте же попробуем разобраться вместе и найти ответы на вопросы, что случилось с физикой и как с этим жить дальше. Поехали! Первое, с чем мы все столкнулись, это ощущение, что машины стали тяжелее. Нет, вес машин не изменился, но изменилась механика симуляции поведения машин. В связи с этим изменилось и восприятие. Чтобы это компенсировать, для начала тебе нужно увеличить чувствительность и линейность. Напомню, что параметр чувствительности отвечает за скорость поворота автомобиля. При уменьшении значения данного параметра требуется больше усилий для вхождения в поворот. Линейность – это время ответа колес на ваше управление. Оно возрастает с понижением линейности. После регулировки чувствительности и линейности восприятие машины становится лучше, а машина ощущается легче. Не забываем, что это игра, в которой происходит некая симуляция поведения машины. Но это не все. У машин стали больше боковые наклоны, то есть крены. Подвеска сильнее реагирует на вес машины и при движении прожимается. Если подвеска мягкая, значит у машины много зацепа, она не так охотно срывается в дрифт и перекладки делать сложнее. От этого также происходит эффект тяжелого управления. Чтобы компенсировать этот момент, нам необходимо немножко зажать подвеску. Для этого мы увеличим параметр жесткости подвески. Чтобы уменьшить крены, которые нам мешают наваливать боком, мы увеличиваем значение параметра стабилизатора поперечной устойчивости. Далее переходим к параметрам сжатия и отбоя. Описание параметров можно прочитать, тапнув по ячейке параметра, а если в двух словах, если машина ловит много зацепа, нужно сделать подвеску более жесткой. Сжатие и отбой необходимо подбирать, учитывая вес машины, мощность и другие характеристики. Главное достичь результата, чтобы при наезде на неровность амортизатор за одно движение возвращал колесо в устойчивое положение. Отбой есть смысл ставить на максимум, поскольку колесо должно как можно быстрее возвращаться в свое нормальное положение после нагрузки. То есть, когда теряется пятно контакта, нужно его вернуть. Чтобы сделать подвеску жесткой, нужно увеличить параметры сжатия и отбоя. Это особенно полезно на слабых тачках, зажать подвеску, чтобы они лучше входили в занос. Кроме того, автомобили стали более чувствительны к изменению параметров. В связи с этим открылась возможность более тонкой настройки. Безусловно, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новой физике. Но оно того стоит, поскольку в целом поведение машин стало более реалистичное и приятное. Ставь лайк и подписывайся. До скорого!